Добро пожаловать в Тайлук. Завершая работу над проектом, нам предстоит его оформить и представить заинтересованным лицам. Это могут быть наши клиенты, заказчики, мастера по укладке плитки или другие специалисты, которые продолжат работу с проектом. В зависимости от того, кому предназначается альбом с проектом, зависит его состав и содержание. Кому-то достаточно только картинок проекта, чтобы понять, нравится он им или нет. Для кого-то важна стоимость и количество материалов, чтобы оценить бюджет. А кому-то потребуются чертежи и схемы, чтобы точно выполнить укладку плитки и установить оборудование. И если вы делаете проект для себя, то, скорее всего, воспользуетесь всеми возможностями и инструментами, которые предлагает Тайлук для быстрого оформления проекта с гибкими персональными настройками под конкретные цели. Давайте с ним познакомимся. В верхнем меню мы найдем и нажмем на иконку с инструментом «Создать альбом проекта», которая активна при работе с любой вкладкой. Откроется мастер создания специального PDF-файла, который позволит нам за несколько простых шагов настроить и подготовить к печати и отправке альбом проекта. На первом шаге предстоит выполнить основные настройки и заполнить сведения о проекте, такие как название, имя заказчика, дата и краткое описание проекта. То есть та информация, которая может использоваться при оформлении альбома. В правой части окна в настройках страницы, используя положение переключателя «Да» или «Нет», необходимо определиться с информацией, которую вы хотели бы видеть на страницах: заголовок страниц, нижний колонтитул, номера страниц, а также дата проекта. Имя автора с его фотографией или название компании с логотипом будут автоматически использоваться из вашего профиля на Тайлук. Если для оформления альбома вы используете свой фирменный титульный лист, то предлагаемый здесь вариант можно не включать. Завершая настройки, выбираем размеры листа А3 или А4 и его ориентацию – книжная или альбомная. Нажимаем «Далее» и переходим к следующему шагу выбора разделов проекта. Видим 4 раздела: виды или изображения проекта, чертежи поверхностей, спецификация плитки и объектов. Мы уже говорили в начале, что состав альбома определяется персонально, поэтому сейчас нам предстоит определить, какие разделы мы хотим в него включить и в каком порядке они должны следовать друг за другом. Для этого нужно выбрать один или сразу несколько разделов, нажимая левую клавишу мыши одновременно с клавишами Shift и Ctrl на клавиатуре, перенести их в правое окно и отпустить клавишу на мыши. Замечательно, у нас все получилось. А сейчас то же самое действие выполним, используя кнопки с горизонтальными стрелками. Как видите, они также позволяют перемещать элементы из левого окна в правое и наоборот. Поэтому вы самостоятельно определите, как вам удобнее выполнять эти операции. Вернем разделы в правое окно и настроим их последовательность в альбоме проекта. Для примера вначале поставим виды или изображения проекта. Перемещаем раздел в вертикальном направлении точно так же, как и в горизонтальном. Далее пусть будут чертежи поверхностей, а в конце спецификация плитки и спецификация объектов. Отлично. С составом и расположением разделов в альбоме мы определились и можем нажать кнопку «Далее». Переходим к следующему шагу – выбору макета для изображений. Учитывая количество и размер изображений, которые мы планируем использовать в альбоме, выбираем тот макет, который лучше всего для этого подходит. В завершении уточняем, показывать или нет название для изображений, и устанавливаем галочку, если хотим включить сразу в альбом все изображения с визуализацией. Нажимаем «Далее», чтобы перейти к выбору изображений для проекта. Курсором мышки наведем на изображения, чтобы их лучше разглядеть, и перенесем в правое окно те из них, которые мы выбрали для альбома. Располагаем их по порядку с учетом ранее выбранного макета, размеров и группировки изображений на листе, а также вашей визуальной концепции их представления в альбоме проекта.
В альбом могут быть включены как изображения с визуализацией, так и простые изображения с трехмерным представлением или черно-белые эскизы. После выбора и расположения их в разделе можно переходить к следующему шагу. Нажимаем «Далее», чтобы настроить внешний вид чертежей, а также области для комментариев, где могут находиться информация о плитке, затирке и примечания. В настройках для чертежей, используя переключатель с положениями «Да» или «Нет», мы можем включать или выключать в чертежах контурные линии плитки, цвет или текстуру плитки, контурные линии объектов и размерные линии для поверхностей. Если в проекте присутствуют 3D-элементы, у которых поверхности без отделки, или есть иные причины исключить их из альбома, то предлагается поставить галочку рядом с опцией «Показывать только основные стены и пол» и пропустить небольшие и вспомогательные поверхности. Переходим к настройкам области для комментариев. И переключателем включаем или выключаем возможность показа описания для плитки и затирки с предпросмотром цвета затирки и предпросмотром плитки. Последняя опция «Пустые строки для текста» может использоваться для любых заметок, примечаний и комментариев к чертежам, которые можно будет добавить позже уже при работе с альбомом. Далее переходим к выбору поверхности проекта, которые планируем включить в альбом. Обратите внимание, что в зависимости от проекта нас могут интересовать лишь некоторые стены и поверхности, с которыми мы работаем. Поэтому выбираем и переносим в правое окно лишь те поверхности, которые необходимо показать в альбоме. Нажимаем «Далее», чтобы выполнить настройку спецификации для плитки. С помощью несложных операций переноса элементов из левого окна в правое, а затем ранжирования и сортировки столбцов по вертикали, мы создаем таблицу спецификации плитки, куда попадут рабочие данные из вкладки «Спецификация». Важная деталь. Если рабочие данные еще не полностью подготовлены, к примеру, отсутствует цена или информация об упаковке, то на этом этапе вы уже не сможете ее добавить и отредактировать. В этом случае мы рекомендуем завершить работу с мастером создания альбома или сделать его первую предварительную пробную редакцию и вернуться к вкладке «Спецификация», чтобы выполнить там необходимые правки. В нашем примере с данными все в порядке, и мы нажимаем «Далее». Переходим к следующему шагу – выбору плитки. По аналогии с выбором изображений и выбором поверхностей выбираем плитку, которую хотим показать в спецификации альбома. Переносим выбранную плитку в правое окно и определяем ее порядок для расположения в таблице. При желании плитку можно сгруппировать по брендам, по коллекциям или стенам, отсортировать ее по цене или оставить как есть. Все зависит от ваших желаний и потребностей. Нажимаем «Далее» и переходим к следующему шагу – настройки спецификации объектов. Выполняем аналогичные операции, как и при настройке спецификации для плитки. Видим, что у объектов параметров и свойств для столбцов таблицы меньше. Поэтому быстро завершаем этот шаг и нажимаем «Далее». Переходим к последнему шагу мастера создания альбома – выбору объектов. В проекте может использоваться различная мебель, сантехника, предметы интерьера и аксессуары. Однако некоторые из этих объектов, возможно, были включены в проект условно, чтобы создать более живое и реалистичное представление, подчеркнув выбранный вами стиль. Поэтому при выборе объектов для альбома используйте те, которые вы посчитаете наиболее уместными. Нажимаем на кнопку «Старт» и запускаем процесс подготовки и экспорта альбома проекта в файл с расширением PDF. Определяем для него имя и место для хранения. Файл с проектом готов. Открываем его. Возможно, что после просмотра данной редакции вам что-то захочется добавить или изменить. И это прекрасно, потому что творчество не знает границ и заставляет нас все время двигаться вперед.
На этой позитивной ноте давайте завершим урок, и я, как всегда, хочу напомнить, что с нами можно связаться через чат на сайте, это синяя кнопка в правом нижнем углу экрана, или написать нам письмо на электронный адрес contact@tailook.com. Спасибо за ваше внимание, с вами был Владимир Микитин, и до новых встреч на Тайлук.